Мне тут недавно сказали, что если беременная хочет сладкого, то это хочет не беременная, а ребенок. И плацента не пропускает инсулин матери к ребенку. Также мы получаем крупновесового ребенка, осложнения в родах, кесарево сечение и остальные вытекающие негативные последствия. Сейчас я на 7-м месяце, и я набрала всего где-то 2 килограмма. Стандартные схемы врачей обычно включают в себя фолиевую кислоту и витамин D. Да я пила, родила 5, и у меня, в общем-то, все нормально. Уродства, различные уродства плода. 3 самые главные витамина для Я могу всех назвать беременных. 5. 5. Кето-диета, она позволяет во время беременности контролировать свой аппетит. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. Сегодня мы проведем тренировку с беременной на кето. Это снова моя жена Кристина. И расскажем вам, почему важно тренироваться во время беременности, особенно во время беременности. А также я развею самые популярные мифы о беременности. Итак, во-первых, физическая активность снижает риск возникновения гестационного диабета, а также помогает контролировать набор веса и снижает риск возникновения протрузии грыж. Также тренировки помогают снизить осложнения во время беременности и во время родов. Кроме того, снижает послеродовые осложнения, например, послеродовую депрессию, а также помогает ребенку внутриутробно привить привычку двигательной активности и снизить риски метаболических нарушений. Ну и также помогает беременной снизить стресс и улучшить настроение за счет выработки эндорфинов и серотонина. Вообще, если вы до беременности не тренировались, то и не стоит начинать нахрен. Выключите видео. Да. Вообще, если до беременности вы не тренировались тяжело в тренажерном зале, то вам, скорее всего, подойдет более легкие тренировки. Например, йога или пилатес, может быть, растяжка. Но если вы тренируетесь на протяжении долгих лет, то сегодня я вам покажу круговую тренировку на все тело. Вообще, это первый миф, что беременным нельзя тренироваться в тренажерном зале во время беременности. Беременным во время беременности. Если вы тренировались ранее, то ваш организм отлично адаптирован, и вы можете продолжать тренировки. Естественно, в первый триместр стоит строить. Естественно, в первый семестр Я уже все слова. Естественно, в первый триместр стоит снизить физическую активность и проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Это лечащий врач, который беременных... То есть вы больны все? Нормально, да. Самое главное в первый триместр ограничить бег и какие-либо упражнения, связанные с прыжками, и где будет плод у вас в животе вот так ходить вправо-влево. Самое главное, что стоит знать, что в первый триместр происходит закладка органов, поэтому ограничьте бег, прыжки и тяжелые тренировки. Вообще, по рекомендациям разрешено заниматься с 9-й недели, но ориентируйтесь на свои ощущения. Итак, погнали потренируемся, и дальше я уже узнаю у тебя о всех мифах беременности. Спасибо. Спасибо. Ага, ну конечно. Кого мы там снимаем? Итак, для начала у нас 2 упражнения. Разведение гантелей лежа на скамье 30 градусов для грудных мышц и махи гантелей в стороны стоя для дельтовидных мышц. Первое, что стоит знать, это нужно прогнуться в поясничном отделе, опустить плечи и свести лопатки. Разводим гантели широко в стороны, растягивая грудные мышцы и сводим перед собой. Вообще беременным не стоит делать упражнения, где очень долго нужно лежать на спине, так как вес живота пережимает основные кровеносные сосуды, и у вас может появиться легкое головокружение. Сразу стоя. Итак, Кристин, давай развеем первый миф для наших зрителей. О чем поговорим? Мне тут недавно сказали, что если беременная хочет сладкого, то это хочет не беременная, а ребенок, и ни в коем случае нельзя себе отказывать. И ты обязательно должна поесть шоколадку, тортик или что-либо еще. Но дело в том, что это хочет не ребенок. Это значит, есть какие-то проблемы в организме.
и ребенку, наоборот, не нужно много сладкого. Я стараюсь ограничить сладкое, я не ем его. Максимум, что я допускаю, это фрукты сезонные. Ну, так как сейчас лето, и, ну в да, общем-то, да, много да. фруктов и ягод. То есть я не стремлюсь за тем, чтобы ограничить. Полностью убрать все Да, то есть сахара. я себя не ограничиваю, я не мучаю себя, не исключаю, там, не слежу за количеством сахаров, но просто я точно не ем полуфабрикаты, различные шоколадки, потому что это вредит ребенку. Ну и конкретно те продукты, в которых есть сахар в составе, сахар, Да, глюкоза или да. фруктоза. Так почему это не надо ребенку? Вот главный вопрос, который все думают, что сахар нужен ребенку, он его просит. Но самое главное и первое – это гестационный диабет, о котором ты говорил ранее. Который может возникнуть у Да, беременных. у беременных это очень частая проблема, сегодня это встречается почти у каждой беременной. Дело в том, что во время беременности происходит гормональное изменение у беременной, и она уже по-другому, ее организм по-другому воспринимает глюкозу. И самый важный момент, что плацента не пропускает инсулин матери к ребенку. То есть, когда беременная ест много сахара, то ее гормоны не могут помочь. Очень сложно, да? Не, нормально. Не сложно. Ну, короче, чтобы усвоить глюкозу, нужен инсулин. Но у ребенка еще очень маленькая поджелудочная железа, она еще слабо работает. Она не вырабатывает столько инсулина, сколько вы жрете сахара. Ну, грубо Вот так, говоря, если да, просто да. сказать. А инсулин матери плацента не пропускает, то есть мать не может помочь ребенку. То есть в итоге ребенок получает глюкозу, которую вы все едите, сахар, фруктозу, глюкозу, которая, в общем-то, вредна в чрезмерное количество для организма, но при этом не получает инсулин для ее усвоения, так? Да, и поджелудочная самого ребенка плода, да, она перенапрягается, то есть она уже изнашивается в моменте его... И это, наверное, тот самый момент, про который говорят, что сейчас уже у детей возникает диабет первого типа, точнее не возникает, а ребенок рождается с диабетом второго типа. Ну, может быть, не с самим диабетом, но с большим риском его возникновения да, в и у возрасте. детей уже возникает лишнего веса, ожирения, и в том числе рождаются крупновесные дети. То есть сейчас поголовно беременные рожают детей от 4 до 5 килограмм. И это тоже больше. не норма, и это тоже Конечно. ведет к разным отклонениям Это очень в тяжело организме для ребенка. беременной, это разрывы во время родов, это кесарево сечение, но это в то же время и для ребенка очень серьезные последствия в будущем. Окей, погнали второй подход. Долго отдыхаем, но ничего, беременным можно. Итак, следующие два упражнения у нас будут для мышц спины, для так называемой ее верхней и нижней части. Это тяга блока груди, сидя сверху, и тяга блока к поясу, сидя. Кристина сейчас покажет. Погнали. Кажется, что в первом мы начали про тему «Есть за двоих», а в итоге рассказали про сахар. Мне кажется, это уже второй был миф. Так что там с «Есть за двоих»? Но многие, как только узнают, что они беременны, они начинают сразу увеличивать количество приемов пищи, колораж, объедаться. Чтобы якобы кормить себя и ребенка. Да. Но это в корне неверно. Ребенок должен получать ровно столько, сколько ему нужно. То есть важно есть полноценно, чтобы пища была максимально насыщена витаминами, минералами. По поводу калорийности мы ее увеличим только во втором триместре, но это небольшой колораж, это примерно калорий 200. Ну, то есть, да, специально не надо стараться увеличивать ваш колораж, вы просто, в принципе, начнете больше хотеть есть и чуть больше себе позволять еды, скажем так. Да, главное ориентироваться на свое самочувствие, на ощущения, но это не должно быть так, что вы оправдываете свое обжорство в беременности. Ну да. Потому что это только вредит ребенку. Опять же, мы получаем крупновесового ребенка, осложнения в родах, кесарево сечение и остальные вытекающие негативные последствия. А нам это не нужно. Окей, погнали второй подход. Держим плечи опущенными, стараемся работать на мышцы спины, сокращать лопатки, именно не напрягать ваши бицепсы и руки, а работать именно мышцами спины. Вот видите, Кристина хорошо работает спиной, растягивает широчайшие мышцы, уводя плечи вперед и сокращает эти широчайшие и ромбовидные мышцы, когда подтягивает блок к себе.
В общем-то, даже через кофту очень хорошо видно. Итак, следующее упражнение у нас будет для мышц рук, для бицепса и трицепса. Сначала мы будем делать сгибание со штангой стоя на бицепс, и потом разгибание с блоком стоя на трицепс. Здесь, собственно, техника очень простая. Просто держим локти прижатые к туловищу и сгибаем ваши руки. Берем комфортный для вас вес, но чтобы в конце чувствовалось, что вам немного тяжело. Так, и жим к низу на блоке, стоя, сразу в суперсете, без отдыха. Что можно сказать про это упражнение? Держим локти в неподвижном положении, прижаты к туловищу, и разгибаем руки в локтевых суставах. Отклонимся немного от мифов. Я знаю, что многие тебе говорят, что ты, в общем-то, не очень много набрала, и у тебя не очень большой живот, который, в общем-то, под балахоном даже и не видно. Вообще, какая нормальная прибавка в весе, и нормально ли это, если у тебя не очень сильно вырос вес? Да, многие удивились вообще, что я беременная. Сейчас я на 7-м месяце, и я набрала всего где-то 2 килограмма, даже, наверное, 1,5. И это абсолютно нормально. Максимальная прибавка в весе, вообще, которую рекомендует Роспотребнадзор, это 18 килограмм, но это на самом деле не норма, потому что оптимальная прибавка в весе это где-то 10 килограмм. И в эти 10 килограмм входит вес ребенка, околоплодные воды, вес плаценты. Офигеть, то есть если вы просто нажираете 10 килограммов, это нифига не норма. Ну, как бы да, то есть то, что набирают обычно беременные, 18 и более килограмм, это скорее всего то, что они наедают, позволяя себе сладости, позволяя себе лишние калории. А если мы говорим о недостаточном наборе веса, это вообще как-то опасно для вас? Да, конечно, это тоже опасно, но у каждого эта норма своя. Есть определенные таблицы, по которым подсчитываются нормы веса. Это зависит от изначального веса женщины. Причем интересный факт, что чем больше у беременной вес до беременности, тем меньше разрешено ей набирать веса во время беременности. Вот так вот, друзья. Хватит жрать. Погнали второй подход. Собственно, с верхом сегодня хватит, поэтому переходим к мышцам ног, к передней и задней части бедра. Будем делать разгибание голени, сидя в тренажере, и сгибание также голени, сидя в тренажере. Почему не лежа? Потому что, понятно, беременной не очень удобно выполнять это упражнение в положении лежа, когда живот упирается в поверхность какую-либо. Погнали, делаем здесь также 3 подхода по 15 уже раз. Ну и точно так же делаем это в суперсете, без отдыха. Сгибание голени, сидя в тренажере, отлично прорабатывает заднюю поверхность бедра. При этом, если в лежачем положении девушки часто чувствуют, как напрягается их икроножная мышца, ее даже иногда начинает сводить, то здесь этого не происходит, как правило. И можно сфокусироваться именно на мышце задней поверхности бедра, не перенапрягая икроножную мышцу. О каком следующем мифе мы поговорим? Можно поговорить про витамины. Что с витаминами не так? Ну, стандартные схемы врачей обычно включают в себя фолиевую кислоту и витамин D. Ой, да вообще классика, все просто фолиевую кислоту пейте на зачатии, потом во время беременности. Самая большая ошибка, что многие до сих пор не знают, ну, то есть это старые схемы, это было придумано, не знаю, там, чуть ли не 100 лет назад, и до сих пор с этого придерживаются, но новые исследования уже давно говорят о том, что фолиевая кислота, она даже может наносить вред. Дело в том, что фолиевая кислота – это синтетическая форма витамина В9, а ее активная форма – это 5-тетрагидрометилфолат. Так вот, фолиевая кислота у большинства процента населения людей не усваивается, потому что есть генетические определенные мутации, которые мешают ее усвоению. И она накапливается в крови, не идет на нужды организма, да, на нужды ребенка, для чего ее все пьют, и наносит тем самым вред. То есть, по сути, у беременных женщин, которые пьют фолиевую кислоту, у большинства, наоборот, дефицит витамина В9, потому что фолиевая не усваивается. Поэтому нужно принимать активную форму 5-тетрагидрометилфолат.
У нас, к сожалению, в наших аптечных препаратах B9 не в этой форме представлена, и в больницах, в гинекологии все рекомендуют пить фолиевую кислоту. Так чем вообще опасно, если человек пьет фолиевую кислоту? У нас же все пьет поголовно, и сейчас любая мама, которая это смотрит, да я пила, родила 5, и у меня, в общем-то, все нормально. Ну, в целом может пронести, как в целом и проносит, но когда вы пьете фолиевую кислоту, мы должны восполнить дефицит витамина В9. Но, по сути, мы получаем обратный эффект. Потому что идет ее большой расход на построение организма. Да. Особенно в первом триместре, почему назначают фолиевую кислоту? Она нужна для построения нервной системы. То есть какие последствия, если дефицит у мамы? Это самое частое, это, например, патологии уродства, различные уродства плода. Это расщелины верхнего неба, это волчья пасть, это так называемая, как она называется-то? Короче, это повреждение нервной системы, когда у нас нервная трубка выпячивается наружу, и она не закрывается. То есть, различные нарушения и патологические состояния у ребенка. Ребенок рождается с уродствами. И вот когда вы пьете фолиевую кислоту, то вы подвергаетесь риску своего ребенка иметь все эти последствия. Угу. Так почему у нас в аптеке не нормальная форма B9, в принципе? Потому что придерживаются старых исследований, не знают новых исследований, до сих пор старые стандарты, и рекомендуется фолиевая кислота. Понятно. А что с D3? С D3 тоже все. Со многими витаминами печальная история. То есть есть установленные дозировки. Например, витамин D всем рекомендуется пить в дозировке 2000. Но никто ни разу в гинекологии не проводил анализ на витамин D у беременной. То есть вы приходите, вам назначают дозировку 2000. Ну да, действительно, приходишь, просто все прописывают, но никто не берет анализы на дорогостоящие... Дорогостоящие анализы, все проводят базовый стандартный анализ, где показывают белок, да. Да, то есть можно сейчас дать самим 1500, он стоит, бывают различные акции. Это не те деньги, которые нужно жалеть на здоровье ребенка. И как показывает практика, моя, например, практика, ко мне приходят клиенты как к нутрициологу, у всех поголовно сейчас дефицит витамина D, то есть уровень ниже 30 или 30, а 30 это по стандартам, это норма, потому что есть референс от 30 до 100, но мы понимаем, что это самый нижний порог, это самый нижний предел, этого уровня не хватает организму, особенно организму беременной женщины. Да, не стоит придерживаться референсов. Наш самый яркий, классный пример, который Кристина придумала, что в России есть прожиточный минимум, да, он там установлен, например, от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, условно говоря. И ваше качество жизни на 20 тысяч рублей будет, совсем, я думаю, низкое. Другое дело, как вы будете жить на 100 тысяч рублей. Вы и так проживете, да, но качество жизни ваше будет другое. Также примерно с референсами витаминов, что на референсах на самых низких у вас организм карабкается и пытается как-то выжить. Особенно у беременной, да. Поэтому здесь важно держать их. Оптимально витамин D это где-то 50-70 в крови. То, к чему нужно стремиться. Поэтому лучше всего пойти сдать самим платно этот анализ и уже от этого отталкиваться и принимать, возможно, более повышенную дозировку. Я, например, пью 5000 витамин D во время всей беременности. Да, и твой конкретный случай, когда ты пришла в больницу и сказали, что 5000 это очень большая дозировка, она уже является врачи лечебной. Начали ругаться, они сказали, что это лечебное, но при этом никто не проверил, какой уровень у меня. D3. А когда ты сдала, у тебя он оказался даже при приеме каждый день в дозировке 5000. То есть на фоне приема, да? Да, на фоне приема, то есть он должен быть явно повышен. Человек каждый день пьет по 5000. Витамина D3 уже, кстати, на протяжении последних 2-3, может быть, лет. Первый год мы пили по 10 тысяч 3 года назад. И последние 2 уже пьем по 5000 каждый день. И у тебя он в дозировке 50 был. В крови 50. В крови, да, в дозировке, говорю. Но это на фоне приема. То есть если бы я отменила прием витамина D, скорее всего, он бы показал немножко пониже. Ну да, и в итоге бы снижался. То есть даже при приеме такой большой дозировки у Кристины показатель 50. Это, в принципе, не 70, даже не высокая норма витамина D3 в крови. Поэтому сдавайте анализы, проверяйтесь. Выбирайте правильные формы витаминов. Правильную форму витаминов и обращайтесь к специалистам, чтобы вам они подобрали все, что нужно. Поехали, второй подход. Lightweight, baby! Теперь я понял, зачем Ронни Коллиман кричал «Бэйби», там, наверное, была какая-то беременная в зале. Lightweight, baby. Итак, переходим к следующему упражнениям на нижнюю часть тела. Это сведение и разведение ног, сидя в тренажере для ягодичных мышц и приводящей мышцы бедра. За счет того, что мы
наклоняемся вперед, увеличиваем напряжение в большой ягодичной мышце. То есть вообще это упражнение на малую и на среднюю ягодичную мышцу, но за счет наклона мы также включаем большую ягодичную мышцу. Некоторые спорят по поводу этого и говорят, что это миф, и якобы мы просто чувствуем ее натяжение за счет наклона. Но я просто могу сказать по себе, что когда делаю это упражнение без наклона, я практически не чувствую напряжения в ягодичных мышцах. И после этого делаем сведение ног в тренажере сидя. Возвращаясь к теме витаминов, нужно ли вообще принимать витамины беременным или все можно получить из питания? Нет, из питания точно нельзя. К сожалению, такова реальность, что сегодня продукты не содержат столько витаминов и минералов, сколько нужно обычному человеку, а у беременных потребность увеличивается почти в 2 раза. А еще когда вы едите сахар, да, ну да, плюс как бы витамины меньше да. усваиваются и в принципе позволяете себе то, что не должно быть в вашем рационе, замещаете ваши калории, которые должны идти из нормальных продуктов, то опять же вы да, мало то есть получаете. Беременная съест какую-нибудь шоколадку, но при этом она пропустит нормальный прием пищи. Обед какой-нибудь, да. И шоколадка в себе не несет никаких витаминов, минералов, в то время как нормальная еда ей бы дала все необходимое. Да. Вот, поэтому да, конечно, но это даже как бы по меркам там Роспотребнадзора, здравоохранения. То есть, в принципе, и государство говорит о том, да, и врачи говорят да. о том, что витамины обязательно пить во время беременности. А какие ты назовешь, давай так, 3 самые главные витамина для Я всех могу назвать беременных? 5. 5, ну давай 5. Топ-5. Первое это B9. Мы уже сказали, что не в форме фолиевой кислоты, а в форме 5-тетрагидрометилфолат. Второе, витамин D обязательно. Обязательно йод, потому что дефицит йода связан с умственной отсталостью. Это тоже поголовная проблема, особенно в России, потому что у нас поголовный дефицит йода. Ну, мы не доедаем морепродуктов, и, соответственно, йод у всех в дефиците. Четвертое – это обязательно омега-3, потому что омега-3 отвечает за формирование нейронных связей и мозга у ребенка, и зрения. И, в принципе, омега-3 нужна до 3 лет ребенку, то есть даже после рождения ему желательно употреблять омегу-3, потому как мозг формируется до 3 лет. И витамин топ-5 – это железо, ну это минерал, не витамин. Железодефицитная анемия тоже у всех повсеместно, особенно у женщин, особенно во время беременности, опять же, потребность увеличивается. То есть это прям вот топ-5 витаминов и минералов, которые необходимо принимать. Ну, в общем-то, витамин D3 и железо можно сдавать, отслеживать его уровень и уже от этого отталкиваться, в каких дозировках принимать. Ну, по сути, это вот стандартные витамины, которые, опять же, обычно... Опять же, на омегу ты не сдашь анализ, но ее надо принимать всю жизнь. Ну да, то есть, по сути, омега-3... Для того, чтобы нормировать уровень омеги-3 к омеге-6. Анализ, на самом деле, можно сдать. Есть анализ омега-3 индекс, он называется. То есть посмотреть содержание омега-жирных кислот в крови. Но он дорогостоящий, его, конечно, просто так не назначают. Поэтому просто проще пить омегу-3. Ну и хуже не будет, потому что вряд ли как-то возникнет перенасыщение омеги-3 в организме, учитывая, сколько мы едим омеги-6 и омеги-9. Окей, поехали, второй подход. Далее на достаточно прогретых, уже размятых ногах Кристина делает приседания в смите, где не нужна подстраховка, и можно штангу поставить на любой высоте. Я не могу порекомендовать это упражнение для всех беременных. Важно, чтобы в упражнениях не было сильного давления и учащенного дыхания. Подбирайте ту нагрузку, в которой вам комфортно работать. Кристина тренируется уже давно, поэтому для нее приседание – это обычное упражнение в ее тренировочном сплите. Растяжка после тренировки настолько же важна, насколько разминка до тренировки. Не забывайте разминать ваши суставы и связки до тренировки, а после тренировки выполнять хотя бы базовые элементы движения на растяжение мышц. Кристина делает кошку-собаку, но на этой стадии беременности важно делать позицию собаки, но не изгибаться сильно в позицию кошки, то есть чтобы не увеличивалось сильное давление на брюшную полость. Также не рекомендуется выполнять упражнения для мышц пресса, но вы можете делать боковую планку или сидеть в V-образном положении на мяче боссу. Кристина растягивает поясничный отдел, мышцы бедер, это упражнение особенно полезно для беременных. Растягиваем мышцы таза, улучшает кровообращение таза, что также сейчас очень важно. Находимся на коленках,
настолько, насколько вам комфортно. Широко разводим колени, упираемся в локти и постепенно перемещаемся вперед и назад, чтобы увеличивать давление на приводящие мышцы бедра. Выполняем круговые движения на локтях, где мы постепенно переносим центр тяжести на одну и на другую ногу, чтобы плавно выполнять растяжку обеих ног. Итак, друзья, наша тренировка подошла к концу, но и напоследок затронем тему кето, о том, насколько важно же есть углеводы, потому что все, в том числе и врачи, говорят, что без углеводов никак, и нужно есть очень много углеводов, риса там для построения организма. Насколько это важно и насколько вообще безопасна кето-диета для беременных? Ну, на самом деле, беременность особо не изменяет положение обычных вещей. Мое личное мнение, как до беременности, так и во время беременности кето можно придерживаться, а во время беременности это тем более довольно физиологичный процесс, потому что ребенок с момента утробы и далее на грудном вскармливании, в принципе, находится на кето-диете. Грудное молоко матери, оно полностью отражает все пропорции кето-диеты. Учитывая то, что сегодня у большинства беременных женщин высокий риск диабета беременных, то может быть не кето, но низкоуглеводное питание, наоборот, эффективно для беременных. То есть, да, можно периодически увеличивать количество углеводов. Но правильных, более сложных углеводов, то есть, рис, бананы да. и что-то такое. Это могут быть фрукты, опять же, в сезон, да, это могут быть углеводы типа там гречи, киноа и так далее, но ни в коем случае не сахар, так как углеводы, в принципе, организм может получить из любого источника продуктов. То есть углеводы как таковые не обязательны для роста ребенка, для его развития в организме? Углеводы матери. В том понимании, в котором его воспринимаются люди. То есть непосредственно продукт нет. Глюкоза, да, она необходима, но глюкозу организм может выработать и из белка, и из жиров, и в принципе даже создать внутри организма. Тут мы снова развеиваем следующий миф. Случайно так получилось про то, что мозгу нужна глюкоза, как же без этого мозг не будет соображать, да, и нужно есть из-за этого шоколадки, многие думают. Ну, собственно, глюкозу может организм вырабатывать из других продуктов питания, то, что я говорю всем своим клиентам, и не надо специально есть сахар для того, чтобы у вас работал мозг. Скорее всего, вам это помешает, наоборот. Да. Кето-диета, она позволяет во время беременности контролировать свой аппетит, она предотвращает дикие перепады, во-первых, настроения, во-вторых, желание, опять же, поесть сладкое, то есть вы можете лучше контролировать, опять же, свой вес, это предотвращает различные риски во время родов, после беременности, короче говоря, одни плюсы. Ну и да, я тому свидетель, и вижу, как проходит беременность Кристины, в каком она постоянно приподнятом настроении, у нее нету скачков и смены настроения, она не хочет постоянно есть, не ходит и не говорит, что я хочу того или сего, не выносит мозг мужу. Да, не выносит, самое главное, мозг мне. Вот, то есть она постоянно в хорошем самочувствии. Ее внешний вид тому доказательство. Ее внешний вид тому доказательство, да. Я, собственно, сам тому свидетель, что Кристина не ест как минимум сахар, и для меня это, если честно, тоже удивление, потому что то, насколько я наслышан о беременных, да, у меня очень много занимаются клиентов, у них беременные жены все время хотят есть, все время им что-то надо сладкое, вот, я очень этого боялся и думал, что Кристина будет такой же. Помнишь, ты до беременности говорила, что ты уже боишься моей беременности, потому что я буду вносить мозг, буду есть без конца. Но, собственно, благодаря кето-диете, ну и мозгам нутрициолога, правильному подбору БАДов, витаминов и правильному рациону, Кристина контролирует себя, она не хочет сладкое. Поэтому всем кето, друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. В любом случае, если вам понравилось и не понравилось, просто поддержите лайком. Мне будет приятно, это отлично продвигает контент по YouTube. Оставляйте комментарии и задавайте свои вопросы. Я активно отвечаю на все вопросы в комментариях. Иногда люди получают очень крутой обратный фидбэк, когда спрашивают о какой-то даже консультации, и я прямо в комментариях отвечаю на те вопросы, которые... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.